Рано или поздно каждый орхолюбитель сталкивается с такой проблемой, как соли на корнях. Вот и ко мне пришел черед, и где-то 3-4 орхидеи у меня сейчас вот в таком состоянии, как и эта вот орхидея, которая называется «Хрустальная девочка», и соли в верхней части корней у самого основания местами поржавели, такой приобрели ржавый оттенок. Местами просто кристаллики соли укутали корешок и прямо так даже поблескивают на свету. И с этим что-то нужно делать, иначе ситуация может быть вот такая, как вот с этим вот корешком, который уже просто-напросто пропал и высох. То есть, если сейчас что-то не предпринять, то вот эти корни могут пропасть всем. Я имею в виду те, которые кристаллизовались. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Заглянув в пару книг, которые я купил намного ранее и время от времени заглядываю в них, я прочитал, что единственный метод борьбы с этими солями – это промыть посадку теплой водой, так скажем, продушевать эти посадки. Но так как я знаю, что у меня в кране бежит ужасная по качеству вода, и кто смотрел видео, где я замерял ppm, там больше 700, то я понимаю, что душевание может пойти не на пользу, а наоборот навредить орхидеи. И поэтому я взял обычную дождевую воду и сейчас с помощью пульверизатора и кисточки попробую смыть эту соль с корней для того, чтобы продолжить этим корням жизнь. Что из этого получится, давайте смотреть вместе. Итак, кисточку я взял мягкую, после того, как я смочил соль, а как мы знаем, соль растворяется в воде, я сейчас попытаюсь немножко ее вот так вот кисточкой как бы убрать с корней. И затем с помощью пульверизатора смыть эти соли. Надеюсь, что они не задержатся в посадке и вытекут все в поддончик. Всю эту воду я, конечно же, соберу. И мы потом в конце замеряем количество ppm этой воды. Как я уже сказал, вода у меня дождевая, и ppm этой дождевой воды у меня там в размере 50. Кстати, если кто-то знает другие методы борьбы с солями, пожалуйста, оставьте под видео в комментариях свои способы, как вы с ними боретесь. Я думаю, это будет интересно не только мне, но и многим зрителям, которые будут смотреть это видео. Да, забыл сказать, что сегодня у нас 1 февраля, и видео, наверное, вы увидите одним роликом, а для меня, я так думаю, что будет, наверное, неделю, 2, а может быть и 3, так как материала, думаю, за один день я не соберу, чтобы посмотреть на результаты, помогут ли наши вот эти все действия побороться с солями. Ну, а чтобы не затягивать монотонные свои действия, я, наверное, поставлю сейчас ускорение, и для вас пройдет этот миг совсем быстро. Как вы видите, я смачиваю водой, пытаюсь убрать кисточкой и потом опять же этой водой хорошо пролить посадку. Итак, первая процедура подошла к концу. Сейчас мы просто сделаем замеры дождевой воды и воды, которая у нас получилась после пролива. Итак, смотрим. Как я и говорил, чуть-чуть больше 50, грубо говоря, там 52-53. Ну, берем, что округляем до 50. И вода, которая у нас получилась после пролива,
Итак, мы смотрим 756, 750, 760. Итак, первый день у нас, скажем так, подошел к концу, а я беру паузу и встретимся через несколько дней. Прошло 3 дня. Как вы видите, ржавый оттенок никуда не пропал, но в общем кристаллизация уменьшилась. Ну как бы я это очень четко наблюдаю. Ну а я беру паузу дальше. Итак, сегодня 15 февраля, прошло 2 недели, и давайте посмотрим, что с нашей хрустальной девочкой на состояние ее и ее корешков. Итак, ржавый оттенок так и остался. Кстати, смотрите, вон появился новый корешок, прорезался и уже так где-то на сантиметра полтора. Но те ржавые пятна, которые на корнях были, они в принципе также и остались. И что-то мне подсказывает, что эту ржавчину мы не уберем. Были у орхидеи, вернее на корнях орхидеи были и прямо видно кристаллики соли, которые прямо переливались. Этих кристалликов я сейчас не вижу, все-таки мы их смыли. И сегодня, кроме того, что, как вы помните, мы тогда 2 недели назад замеряли ppm воды, сейчас я еще хочу замерить ее pH воды. А затем добавить несколько капель сока лимона и уже такой более, скажем так, мягкой водой обработать орхидею точно так же, как мы это делали с вами 2 недели назад. Ну да, хотя это для меня 2 недели назад, а вы это будете видеть все одним роликом, и вам, конечно, будет более динамичнее смотреть этот весь процесс. Итак, сейчас добавим несколько капелек лимона, хорошо расколотим и вторым кусочком нашей лакмусовой бумаги сейчас замерим, какой pH. Ну вот первый, который мы замеряли без лимона, pH будет примерно там в районе шестерочки. Сейчас мы, конечно, я подложу с цифрами обозначения цветов, и вы убедитесь. А уже после того, как мы добавили лимон, где-то получается в районе пятерочки. Вот так вот. Вот смотрите. Вверху это у нас пятерка, внизу это у нас шестерка. Так что те, кто хочет уменьшить pH своей воды для полива орхидей, вот вам момент, который вы можете использовать. То есть несколько капелек лимона. Ну, а я сейчас повторю ту же процедуру, что и в прошлый раз. Я сначала хорошо постараюсь намочить эти корни. Может быть, из-за того, что вода у нас теперь с чуть-чуть низшим pH поможет нам лучше растворить соли. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну, а там посмотрим, как оно у нас получится. Кстати, для новичков и тех, кто, может быть, не знал, то показатель воды для полива большинства орхидей должен находиться в пределах pH от 5,5 до 6,8. То есть орхидеи любят более мягкую воду. И когда у нас вода идет более жесткая и pH превышает 7-7,5, и он получается такой щелочной, то орхидеи из такой воды не могут впитывать в себя эти минеральные вещества, которые находятся в этой воде. И еще хочу отметить, что сейчас вот я капнул несколько капелек лимона и pH воды понизился, но зачастую очень много орхолюбителей пользуются просто янтарной кислотой.
при разведении 1 грамма янтарной кислоты на литр воды pH падает примерно на от 0,5 до 0,8, а может быть даже и примерно до единицы. Это я когда-то давно замерял, и у меня примерно были вот такие вот результаты. Еще хочу обратить ваше внимание на удобрения, которые вы используете. Если эти удобрения минеральные, то, как правило, если вы сделаете раствор по инструкции, которая написана на этикетке этого удобрения, то количество солей там будет зашкаливать. Я иногда убирал в 2-3 раза, и только такой водой, вернее раствором, пользовался по орхидеям. Если кто-то сомневается, возьмите ТДС-метр и разбавьте по инструкции и замеряйте количество ppm. И вы многое поймете. Поэтому иногда раньше я разбавлял в 2, а порой и в 3 раза, чем указано в инструкции, и тем самым я спасал корни своих орхидей. Ну вот, надеюсь, я хорошо кисточкой прошелся по всем корням. Сейчас оставшуюся воду я перелью в пульверизатор и, как и в прошлый раз 2 недели назад, хорошо промою эту посадку из пульверизатора, как я это сделал в прошлый раз. И беру паузу. Сегодня 18 февраля, и под моим видео 10 дней назад, которое вышло и называется «Всего одна обработка, и у каждой орхидеи новый лист, и 2-4 корешка, и даже 1 цветонос», зрительница Наталя задала вопрос как раз по теме видео, которое я снимаю. Підкажіть, будь ласка, купила домашню орхідею, планую пересадити, але корінці ще не пробудилися. І зверху 2-3 корені дуже засолені. Як цього позбутися? І мої дії. Дякую. Итак, сегодня 20 февраля, и отвечая на вопрос зрительницы Натальи по поводу, как избавиться от солей, я думаю, просмотрев это видео, будет понятно. А по поводу пересадки, дождитесь все-таки, когда будут такие вот раскукленные корешки, как вот вы видите, один молоденький с одной стороны, и вот 2 с другой стороны. И тогда действуйте и смело пересаживайте орхидею. Но, посмотрев на корешки, смотрите, ржавчина все-таки уменьшилась. Я явно наблюдаю, я понимаю, что полностью она вся не пропадет уже, но все равно я вижу, что местами, если была она сплошная, корень был сплошной ржавый, то сейчас он местами где-то остается ржавый, а местами где-то как-то проскакивает немножко зеленого. И местами эта ржавчина из ржавого такого яркого цвета превратилась в коричневый. Ну что, снова берем дождевую воду, замеряем, смотрим. Сегодня у нас те же самые 52 ppm, что и в прошлый раз. И температура воды, смотрите, я сделал горячее, я не понимаю, видно еще неправильно немножко показывает. Сейчас, да нет же ж. Я намного сделал теплее. Вот так вот. Сейчас попробуем поболтать. Вот, смотрите, полезла вверх. И температуру я стараюсь сделать на 5-10 градусов выше, чем температура воздуха. Я заметил, что при таких температурах орхидея быстрее отзывается на все те моменты, которые мы от нее хотим. Итак, вот смотрите, 31,5 градус, и выше вот уже не лезет. То есть изначально вы видели было 25, сейчас 31, 32 вот даже выскочило. А ну,
Дальше пойдет выше температура. Ну нет, выше уже не идет, 32,3. И получается, что на 7 градусов наша вода теплее, чем температура окружающей среды, ну то есть воздуха в помещении. Я считаю, что это очень важный момент, и всегда буду говорить и считать, что это очень-очень важно. Кстати, в прошлый раз мы с вами замеряли pH воды до и замеряли pH воды после того, как капнули несколько капель лимона. Но я не замерял pH воды той, которая уже прошла через горшок и вымыла соли. Я сегодня хочу просто замерить, я еще не понимаю, какие будут результаты, и поэтому для меня это тоже будет новая информация, которой я с вами, кстати, делюсь. Надеюсь, что в ответ вы мне поставите лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. И я всегда всем буду рад на канале. И мне очень нравится, когда вы пишете свои комментарии, так как не только я читаю эти комментарии, но и другие зрители. И тем самым мы получаем больше информации по уходу за орхидеями. Ну, а что касается pH, давайте сейчас посмотрим. pH нашей дождевой воды получается, ну, явная шестерка, может быть там даже 6,1, 6,2, но не более. И давайте потом в конце посмотрим, что же у нас получится второй замер pH после того, как эта вода пройдет через кору, в которой находится наша орхидея. Ну что, процедура будет прежней, как и в прошлый раз. Я буду смачивать наши корни и потом кисточкой пытаться максимально смыть соли и ржавчину с наших корней. Кстати, воду, в которую я капаю несколько капель сока лимона, я использую не только для пролива, а и могу взять спунжик и, намочив спунжик в такой воде, протереть листья. Очень часто орхидеи очень благоприятно отзываются на такие протирания. Видны потом росты и корней, и листьев. И листочки орхидей приобретают такой глянцевый оттенок, а это еще больше украшает их вид. Но вернемся к нашим корешкам. И если вы зададите вопрос, можно ли спасти орхидеи от этих солей, если метод, который предохранит их от засаливания, скажу да, такой метод есть. Очень часто в последнее время я стал применять мох с фагном сверху по горшку, то есть накрываю эти корешки. И в таких случаях соли тогда скапливаются не на корнях орхидеи, а на мхе с фагнуми. Единственный момент, за которым нужно будет следить, это примерно через 6-10 месяцев менять этот мох, так как он будет засоленный и миссию, так сказать, свою он уже выполнит. Ну, а сейчас немного ускоримся. И вот уже подходит момент, когда мы сейчас сможем сделать замеры. Что-то мне изнутри так подсказывает, что показания ppm будет в разы меньше, чем это было в прошлый раз. В прошлый раз, напомню, было 750, и это в 15 раз превышало изначальную воду, которая была 50 ppm. Итак, смотрим.
И у нас получается, ну да, как я и предполагал, 400 ppm. Ну, 400 с хвостиком там. Да, 411, 14. Так что можно сказать? Количество солей в воде уменьшилось, а это значит и уменьшилось количество этих солей на корнях. То есть то, что мы с вами делали, это правильно. То есть таким образом мы уменьшили количество солей на корнях. Ну и теперь давайте замеряем. Все-таки мне интересно, какой же pH будет этой воды. Повлияют ли соли на pH. И смотрим. Ну, практически цвет тот же самый. И как вы помните, там была, по-моему, шестерочка. Ну, сейчас я представлю шкалу. Ну да. Там чуть-чуть, может быть, выше будет от шестерочки. Вот так вот поближе сейчас. То есть получается эти соли, которые уже закристаллизовались на корнях, и мы их, получается, каким-то образом нам удалось их смыть, то ли сначала кисточкой, потом водой, то ли сначала водой, потом кисточкой, и они у нас, получается, попали в поддон, и мы эту воду слили. Так, эта вода, получается, у нас pH не изменился. Вот такие выводы я могу сделать по нашим вот этим манипуляциям, экспериментам, которые мы с вами совершили. Ну, а теперь давайте посмотрим на наши корешки. В общем, картина мне уже намного нравится больше, чем после первого раза. И смотрите, конечно, все корешки мы явно не спасем, но некоторые, которые были явно ржавые, которые были явно засоленные, мы с некоторых, ну, не на 100%, но все-таки у нас получилось эти соли убрать. То есть, если еще несколько раз повторить эту процедуру, может быть там, ну, не на 100%, но на 90% соли получится у нас убрать. Ну вот, такое собирательное видео у нас сегодня получилось. Я результатами доволен. Надеюсь, если вы повторите такие процедуры на своих орхидеях, у вас также все получится. И мы, наверное, с вами сегодня будем потихоньку закругляться. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. Делитесь ссылкой на видео со своими друзьями в своих соцсетях. И, конечно же, заходите на канал Орхидеи дома снова. Всем пока!